Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком на основе ленточного кружева. Узор очень простой, повторяется всего 2 ряда. Вязала из детского хлопка в 100 граммах 330 метров. Крючок брала 2 миллиметра. Набрала цепочку из 18 петель. Сейчас будем вязать установочный ряд. Будем вязать ряд столбиков с 2 накидами. Делаю 2 накида на крючок и в 5-ю петлю от крючка провязываю столбик с 2 накидами. Далее буду вязать в каждую петлю столбик с 2 накидами. Всего у нас в этом ряду получится 15 столбиков с 2 накидами, включая петли цепочки в самом начале. То есть будем узор вывязывать на 15 петлях. И так вяжем столбики с 2 накидами в каждую петлю цепочки до конца цепочки. Переходим к первому ряду узора. Установочный ряд мы уже связали. Сделали 4 воздушные петли подъема. Переворачиваю вязание. 2 накида на крючок. Одну провязали мы уже петлю. В следующую ввожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. 3 столбика с 2 накидами в начале и 3 столбика с 2 накидами в конце. Это будем вязать неизменно. Провязали 3 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли, 2 накида на крючок. На основании отсчитаю 4 петли и в 5-ю провяжу столбик с 2 накидами, незавершенный. Провязали. Снова 2 накида на крючок. В это же основание провяжем еще один незавершенный столбик с 2 накидами. Снова делаем 2 накида на крючок. В это же основание провяжем еще один столбик с 2 накидами. Вывязываем лепесток. Провяжем 3 петли первые вместе и 2 петли оставшиеся вместе. Один лепесток готов. 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Вывязываем второй лепесток. 2 накида на крючок. В это же основание, где первый лепесток, ввожу крючок и провяжу первый незавершенный столбик с 2 накидами. Второй незавершенный столбик с 2 накидами. И третий незавершенный столбик с 2 накидами в это же основание. Вывязываем второй лепесток. Провязали. Теперь 3 незавершенных столбика провяжем вместе. И 2 петли на крючке оставшиеся провяжем вместе. 2 лепестка готовы. 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И вывязываем третий лепесток. 2 накида на крючок. В это же основание вывязываем первый незавершенный столбик с 2 накидами. Второй незавершенный столбик с 2 накидами.
и третий незавершенный столбик с 2 накидами. Провяжем незавершенные столбики вместе и 2 оставшиеся петли вместе. Вот у нас получилось 3 лепестка. Теперь так же, как в начале, 2 воздушные петли. Отсчитаем на основании 4 петли и в 5-ю провяжем столбик с 2 накидами. То есть завершаем ряд также 3 столбиками с 2 накидами. По 3 столбика в начале и в конце ряда мы будем вязать неизменно. Провязали первый ряд узора. Переходим ко второму ряду узора. Сейчас провяжу 4 воздушные петли подъема. Над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда провяжу столбики с 2 накидами. Всего в начале у нас получается 3 столбика с 2 накидами, считая 4 петли подъема. 4 петли подъема заменяют нам столбик с 2 накидами. Провязали 2 воздушные петли. Теперь в арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда провяжем 7 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик без накида. Вот так получается. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок в следующую арку из 5 воздушных петель. Провязываем столбик без накида. И далее в эту же арку еще 6 столбиков без накида. Всего 7 столбиков без накида. Провязали еще 7 столбиков без накида. И начинаем завершать ряд. Провяжем 2 воздушные петли. 1, 2. И над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда провяжу столбики с 2 накидами, так же, как и в начале. И эти столбики с 2 накидами в конце ряда также будем вязать неизменно. Мы провязали раппорт высоту узора. Теперь узор будем повторять с 1 по 2 ряд до нужной нам длины. Сейчас повторяю первый ряд, 4 воздушные петли. Над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда вяжу столбики с 2 накидами. Всего 3 столбика с 2 накидами, включая петли подъема. Провязали. Теперь повторяю первый ряд. 2 воздушные петли, 2 накида на крючок. И теперь в получившуюся арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда начинаем вывязывать лепестки. Вывязываю 3 незавершенных столбика с 2 накидами. Первый незавершенный провязали, второй незавершенный столбик с 2 накидами. И в это же основание 3 незавершенный столбик с 2 накидами.
Провяжем 3 незавершенных столбика вместе и 2 оставшиеся петли вместе. 5 воздушных петель, точно так же, как в первом ряду. Теперь вывязываем второй лепесток. В это же основание вывязываем 3 незавершенных столбика с 2 накидами. Первый незавершенный столбик с 2 накидами. В это же основание второй незавершенный столбик с 2 накидами. И третий незавершенный столбик с 2 накидами в это же основание, для того, чтобы получить второй лепесток. 3 незавершенных столбика провязываю вместе и 2 оставшиеся петли также провязываю вместе. У нас готовы 2 лепестка, 5 воздушных петель, 3, 4, 5. И будем вывязывать третий лепесток, так же, как в первом ряду. 2 накида на крючок и вывязываю в это же основание первый незавершенный столбик с 2 накидами, второй незавершенный столбик с 2 накидами и третий незавершенный столбик с 2 накидами. Провяжу 3 петли вместе и 2 оставшиеся петли также вместе. Вот у нас готово 3 лепестка. Все то же самое, как в первом ряду. 2 воздушные петли. И завершаем ряд 3 столбиками с 2 накидами. Вяжем их над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда. Первый столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. И третий столбик с 2 накидами. То есть повторяем узор с первого по второй ряд до нужной длины. Я вязала повязку, вязала эту полосу, равную обхвату головы. Теперь второй ряд повторим. 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем вязание. Над столбиками с накидом, с 2 накидами вяжем столбики с 2 накидами, всего 3 столбика в начале. Сейчас вывязываю второй столбик и третий столбик с 2 накидами. Повторяем второй ряд узора. Повторяем второй ряд. 2 воздушные петли. В арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда провяжем 7 столбиков без накида. Провязали 7 столбиков без накида. Теперь 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Переходим ко второй арке. В эту арку провяжем 7 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый столбик без накида, пятый столбик, шестой и последний 7 столбик без накида. Провязали, повторили второй ряд и заканчиваем. Провяжем 2 воздушные петли и далее 3 столбика с 2 накидами над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда.
Итак, повторяя первый и второй ряд узора, вяжем полоску нужной нам длины. Я закончила вот таким образом. Это предпоследний ряд. В арке провязала по 5 столбиков без накида. И самый последний ряд буду вязать столбиками с 2 накидами. Нам надо выйти на количество 15 столбиков с 2 накидами. То есть у меня получилось по 3 столбика в начале, 3 столбика в конце с 2 накидами, а в середине я распределила 9 столбиков с 2 накидами. И останется только сшить теперь полосу, и повязка готова. Я соединяла эти 2 конца столбиками без накида. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если видео понравилось, оставляйте комментарии. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!